Привет, друзья! Это майор в отставке. Сегодня немного поговорим о Трампе. Что будет с Украиной, когда в январе Трамп вернется в Белый дом после своей победы на выборах? Этот вопрос настораживает и украинцев, и всех тех, кто поддержит Украину в ее борьбе за свободу. Новая, еще более убийственная война или сделка за закрытыми дверями, подразумевающая капитуляцию Украины перед агрессором. Советники Трампа уже сейчас обсуждают быстрое завершение конфликта, возможно, ценой украинских территорий. Для ватного фюрера такой исход стал бы подарком, получить победу почти ничем не рискуя. А на сотни тысяч жертв, которые он уже принес по обе стороны границы двух государств, ему абсолютно наплевать. Для Украины и ее союзников это означает новое испытание на прочность и готовность бороться за свою независимость. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке. И в этом видео мы разберем, что реально может означать для России, Украины и мира возвращение Трампа. Это будет мое мнение, соглашаться с ним или нет, решать только вам. Главное, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь им. Если вы еще не подписались на этот канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Итак, начинаем. Известно, что у Трампа всегда был скептический взгляд на международные обязательства США. Многие помнят, как он критиковал НАТО, ставил под сомнение необходимость военной помощи другим странам и даже высказывал некоторое уважение к Путину. Вероятно, его политика вернется к изоляционистским корням, и это может означать ослабление поддержки Украины. Однако Трамп человек непредсказуемый. Он может внезапно заявить о поддержке Украины, если это сыграет на его репутацию внутри США и принесет политические очки его партии. Кто его знает, возможно, он в какой-то момент решит сыграть на контрасте с Байденом и начнет еще более агрессивную политику против режима Путина, чтобы показать свою силу и решимость. Для Трампа в первую очередь важен его собственный имидж, поэтому его действия будут направлены на то, чтобы поддержать или усилить его влияние среди своих сторонников в США, ну и в целом для граждан Соединенных Штатов. Тем не менее, слухи о сделке с Россией уже будоражат международное сообщество. Некоторые советники Трампа якобы действительно считают, что уступка территорий – самый простой способ урегулировать конфликт, в кавычках, особенно если США будут заинтересованы в быстрой нормализации отношений с Россией. Как пишет Wall Street Journal, команда Трампа уже якобы обсуждает новый план завершения войны в Украине, который включает уступку агрессору России оккупированных территорий, это около 20% страны. Советники предлагают заморозить конфликт и закрепить нынешнюю линию фронта. В рамках соглашения Украина может приостановить стремление к вступлению в НАТО на 20 лет, а США продолжат военные поставки для сдерживания России. Линия фронта остается демилитаризированной зоной длиной 1200 километров, но без участия американских миротворцев, предполагая, что европейские союзники возьмут на себя роль наблюдателей. В Европе уже со скептикой относятся к таким заявлениям, к таким сценариям. Это означает для Украины потерю территории и подрыв ее независимости, а для Путина историческая победа. Владимир Зеленский уже назвал такие уступки неприемлемыми для Украины и самоубийственными для Европы. Если это произойдет, то это, на мой взгляд, будет означать, что западный свободный мир проиграл кучке государств-террористов России, Ирану, Северной Корее и их больным лидерам, кучке главных мудаков планеты. Это также приведет к тому, что за все совершенные военные преступления военный преступник Путин и его подельники вряд ли понесут наказание. Они почувствуют вседозволенность и вкус крови, и, несомненно, им захочется повторить нечто подобное и вновь где-нибудь в Европе. Если США и их союзники допустят, чтобы судьба Украины решалась путем сделок и территориальных уступок, то есть капитуляция, это станет тревожным сигналом также и для всего мира. Для таких стран, как Иран, Китай и Турция, такой прецедент будет означать, что возможно договориться о захвате территории, особенно если ты обладаешь значительной экономической или военной мощью. А можно даже совершать военные преступления, и за это тебе ничего не будет. Этот подход будет трактоваться как слабость Запада и подтверждение того, что международные правила можно обойти, если быть достаточно упрямым и использовать оружие. Например, для Китая, который уже давно рассматривает Тайвань как часть своей территории, такой исход станет сигналом к действию. Если Трамп и его команда покажут, что с Россией можно договориться путем уступок, Пекин увидит в этом сигнал о возможности форсированного воссоединения с Тайванем. Руководство Китая может полагать, что в случае своего вторжения получит аналогичное мягкое отношение, особенно если США и их союзники окажутся не готовыми к затяжному конфликту.
В этом случае компромисс будет равнозначен капитуляции Тайваня, а последствия для стабильности в регионе катастрофическими. Другие страны, включая Японию и Южную Корею, потеряют веру в американскую поддержку, что приведет к новой гонке вооружений в Азии. Еще один пример – это Иран, который с недавнего времени проводит активные операции, подкрепляет свое влияние в Персидском заливе. Если санкции окажутся неэффективными, а сильные игроки покажут готовность к сделкам по типу украинского конфликта, Иран может увеличить давление на своих соседей, особенно Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, с целью усиления контроля над нефтяными маршрутами и стратегическими территориями. На фоне мировой нестабильности такие шаги могут привести к дестабилизации энергетических рынков и еще большему обострению конфликта между религиозными течениями на Ближнем Востоке. Турция, уже ведущая операции на севере Сирии и периодически заявляющая о территориальных претензиях в этом регионе, также может воспользоваться слабостью западной реакции. Если сделка с Россией будет расценена как приемлемый способ решения конфликтов, то и Турция может заявить права на территории, которые она считает исторически своими. Вмешательство Турции в Сирии и Ираке уже вызывает беспокойство среди соседей и международного сообщества, и любые уступки в таких вопросах только укрепят ее амбиции и дадут зеленый свет для дальнейшей экспансии. А ведь Турция, она же член НАТО, блин. Ну и, разумеется, Индия и Пакистан, чьи отношения уже десятилетиями накалены территориальными спорами за Кашмир, также внимательно следя за этим прецедентом. Если крупные державы начнут решать конфликты путем сдачи спорных территорий, это может подтолкнуть к новым вооруженным столкновениям за Кашмир или даже расширить границы противостояния. Возможно, отказ Запада от жесткой позиции в отношении таких конфликтов подогреет националистические настроения в обеих странах, где население и так готово поддержать любые попытки возвращения спорных территорий. А я напомню, что Индия и Пакистан, они обладают ядерным оружием. Таким образом, возможная сделка Трампа по Украине – это будет не просто разовая капитуляция, а опасный сигнал для всего мира. Отказ от твердой поддержки суверенитета Украины создаст цепную реакцию, в которой каждая страна, обладающая достаточным ресурсом и влиянием, почувствует себя вправе идти на захват территории под предлогом исторической принадлежности или защиты своих интересов. Это будет означать окончание эпохи дипломатии и начало новой эры, где правят сила и циничные сделки, а не международные законы и принципы. Для российской пропаганды возможная сделка после победы Трампа станет свежим дыханием в устающей от войны аудитории. Однако этот настрой может быть двойственным. С одной стороны, усилится вера в то, что Россия способна гнуть Запад под свои интересы, но с другой стороны, поднимутся вопросы о долгосрочных целях Кремля. Если Трамп пойдет на уступки, это может привести к укреплению внутреннего авторитаризма, так как российская элита будет уверена в поддержке определенной части западных лидеров. Но зная непредсказуемость Трампа, нужно понимать, что такой сценарий может быстро поменяться, если он увидит выгоду в более жесткой позиции по отношению к Кремлю. Полагаю, что для Путина возвращение Трампа на фоне его обещаний стало настоящим подарком. Ну, конечно, с одним «но». На фоне последней информации о возможной сделке Кремль в ближайшее время, скорее всего, начнет активно продвигать пропаганду о том, что Запад наконец-то принял право России на Украину. Пропагандонные усилия давления на общественное мнение внутри страны, чтобы закрепить идею победы и легитимировать оккупацию. Ватники будут плясать от счастья. Кроме того, в глазах россиян Трамп предстанет как некий союзник, и, скорее всего, его победу представят как доказательство слабости Запада и силы российского влияния. Конечно, ватный фюрер будет использовать любые послабления в американской позиции для усиления своей власти и продолжения репрессий. Ведь ему удается избежать ответственности за свои преступления. Думаю, что в России в ближайшее время можно ожидать ужесточения репрессивного законодательства и, возможно, в УК добавят еще несколько статей. Но стоит отметить, Трамп остается тем еще непредсказуемым засранцем. Он может пойти на сделку с Путиным, как уже обсуждается, но также легко он может ее отменить или расторгнуть. В условиях давления международного сообщества или протестов внутри США он может сменить курс, но противоположно, особенно если увидит, что его популярность или имидж под угрозой. Ведь Трамп в первую очередь политик-оппортунист, и принципы его интересуют не так сильно.
Можно даже представить, что он начнет угрожать России новыми санкциями или поддержит Украину, если посчитает, что это принесет ему очки. Никто не знает, что будет на самом деле, и в этом, пожалуй, и заключается главная опасность для Украины. Но и в Кремле это также понимают. Путин, возможно, рад приходу Трампа как подарку, но этот подарок пока для него не распечатан и спрятан в плотной черной упаковке. Для Украины последствия такой сделки могут быть катастрофическими. Это, по сути, капитуляция. После того, как США, один из крупнейших союзников Украины, допустят территориальные уступки, Евросоюз и Великобритания также могут ослабить поддержку, что подорвет всю стратегию сопротивления. Украина окажется перед выбором: либо продолжать сражаться с ослабленными ресурсами, либо идти на компромисс с Россией. Для Киева это удар как по политической, так и по моральной поддержке. Но, тем не менее, если Украина сможет продолжить сопротивление, это может провоцировать изменение политики Трампа. Я думаю, что он не захочет поддерживать невыгодный для него курс слишком долго. В мире политика Трампа может вызвать волну критики и протестов среди стран-союзников США. Его готовность уступить России в вопросе Украины может подорвать репутацию Америки как защитника демократии и свободы. Европейские лидеры, возможно, начнут пересматривать свои подходы и, вероятно, усилят независимые альянсы, чтобы не полагаться на столь нестабильного партнера. Если же Трамп будет вести двойную игру и начнет уступать, а затем менять курс, он может столкнуться с серьезными проблемами уже внутри США, где его сторонники разочаруются в политике торговли интересами ради сиюминутной выгоды. Подобный сценарий приведет к политической изоляции США, ведь даже ближайшие союзники не смогут доверять столь изменчивой позиции. Кажется, что победа Трампа открывает перед Путиным новые возможности, но Трамп, будучи непредсказуемым и склонным к смене курса, остается угрозой и для самого Кремля. Возможно, он вообще решит завершить войну как-то по-своему, как-то по-другому, но будет ли это уступка или же новый конфликт с Россией, никто не знает. Остается только ждать. У меня на сегодня все. Это была моя точка зрения. Соглашаться с ней или нет, решать только вам. Если у вас есть что сказать по этой теме, оставляйте комментарии под этим видео. Будет интересно узнать ваше мнение. Становитесь спонсорами канала и жмите на кнопку «Спасибо» под моими видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Информация там обновляется каждый день. Ссылка есть в описании. Разумеется, ждите новых видео и, как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.